Добрый день, с вами Аграфина, мой канал Магии и Колдовства. Подробно обо мне можно узнать из статей в интернете, мой сайт agrafina.mag.com. Есть также Инстаграм, Ютуб канал, Телеграм канал. Сегодня у меня гадание по неделям, по знакам зодиака. Ткань нашей жизни плетется от нашего рождения. Дальше мы уже рисуем на нем, вышиваем что-то. Это магия действует еще, кроме астрологических аспектов. Наша родовая история. Мы рассматриваем астрологические аспекты, как они влияют на жизнь каждого из знаков. Первая половина знаков зодиака, 4-7 ноября. Это рыбы, овны, тельцы, близнецы, раки и львы. Начинаем с рыбы по всем сферам. Как влияют. Таро считывает любую информацию, особенно эзотерического толка. Значит, у рыб получение денег, которые вы так с трудом долго ждали. Это могут быть проценты, это может быть неполное получение, это может быть какая-то крупная сумма денег, за которую вы очень переживаете. Часто это валюта или безналичный расчет. Вот именно по этой карте. Но это денежная карта. С чем она срезонирует? Это очень важная сумма для вашей семьи. По работе. Избегайте решения проблем. Грубо говоря, рыба немножко отстраняется от активности, не хочется работать, вникать, бороться, потому что наставили вам палок в колеса, так сказать, и вам, даже если вы не учитесь, не работаете, возникают препятствия, от которые вы предпочитаете не решать, скажем так. Переждать решили, да? Колесо фортуны. Интересная карта в социальном мире. Ваши друзья, ну, то есть это карта неожиданного поворота, новые знакомства, новые возможности связаны с этими знакомствами. Попадаете в какое-то новое интересное общество, в котором вам какие-то новые перспективы. Не упустите момент. Также для кого запланированы всякие посещения казенных домов, также все решится удачно и пройдет быстро. Колесо фортуны — быстрая карта. Ну, непостоянное, да? Состояние здоровья хорошее, мягкое, медленное, но надежное выздоровление. При условии, что вы не активны. То есть всех, у кого какие-то болезни, то есть пребывать в спокойном состоянии духа, лежать, не бегать, не прыгать. Особенно если это касается жезла. Да? Это руки, ноги, суставы, кости. Все идет медленно, но уверенно. Улучшение, хорошее состояние здоровья. При условии, что у вас нет загрузки какой-то, что вы себя не утомляете чрезмерно. Так, по состоянию в личной жизни. Вы не видите перспектив в существующей ситуации. Или не понимаете, что дальше. То есть и так, и так. Да, если вы одинокие рыбы, вам даже не хочется думать о будущем, о каких-то отношениях. У вас нет в них интереса. Если вы находитесь в отношениях или уже в браке, то есть вы смутно видите перспективы, что вообще вам в этих отношениях ждет. Немножко такая карта, где вы задаетесь вопросами такими. Ну и на этой почве вестник мечей, критика, некая раздраженность. Люди, рыба достаточно спокойный знак, однако периодами вот такие вот раздраженные люди вызывают такую же реакцию рыбы. То есть она начинает искать причины, выйти, скажем, из своего рыбьего там какой-то глубины и начать критиковать, молотить всех вокруг. Будьте осторожны, рыба не похожа на себя. Наши овны. Верховная жрица. Овны как никогда на волне своей интуиции. Чувствуют, как говорится, всеми местами тела и души, ощущают себя, особенно женщинам, это карта власть над миром, причем такую тайную власть, нажимают на тайные кнопочки и видят изнанку людей, льется информация о тайнах чужих, ваших, вернее, вы держите под контролем свои тайны, это прямая. Выход из башни, перевернутая башня, вы порешали все свои проблемы. Вы не ограничены какими-то чрезвычайными ситуациями.
Карта говорит, чтобы умиротворены, порешали вопросы с казенными домами, с проверками, с какими-то документами. И, в общем-то, вы свободны. Также карта для освобождения от работы. Вот именно не увольнения какого-то, а именно избавился, вышел с этой работы, освободился, как говорится. И также прошел пиковая ситуация по работе. Вы из нее вышли. Аврал. Вышли из аврала. Десятка мечей. Что такая сложная карта, ну, к счастью. В социуме кто есть известие о чьей-то болезни из родственников или важных вам людей. Сложно, какой-то разрыв, смерть отношений, вплоть до того, что... Ну, это десятка мечей, то, что вы уже давно, вы уже на это положили, собственно, и вот оно гнило и развалилось. В общем, не планируйте никаких дел посторонних с людьми из вашего окружения, потому что на этой неделе ближе к концу. Пятерка кубков. Есть хроника, пятерка кубков. Особенно она касается пищеварения, кубки и болезни кровообращения. Но вы знаете, что пить. Вы уже давно это знаете. И никак не можете долечить эту болезнь. Но вот снова принимаетесь что-то. Вы знаете, что пить. Оно к вам вернулось. И вы его потихонечку лечите. Ух ты, интересная карта. Верховная жрица, иерофант. В личной жизни у Овна иерофант. Тут вы хозяин положения. Одиноким Овном это знакомство с какой-то очень выдающейся личностью. Если вы встречаетесь еще, пока это вам предложение замуж, прям такое официальное оформление, кто уже там в процессе в отношениях, оформление каких-то бумаг, визы, ЗАГСы и прочие всякие документы, которые свидетельствуют о новом вашем статусе. Ну, тем, кто одинок, знакомство с таким иерофантом. А может быть, иерофант это вы? Потому что тут верховная жрица, иерофант, тут очень интересно. И двойка пентаклей. Много звонков, деловой активности. Но это идет пока сбор информации. В основном это все касается ваших денежных каких-то дел. Что продать, что купить. Вот. Такая очень деловая карта. Деловая, рассудительная, философская. Наши тельцы. Всадник мечей. Вас окружают достаточно такие напористые люди, причем они любят, не имея под собой почвы, критиковать вас. И вот они еще с той недели как-то вас эта ситуация подгоняет, что вам надо вступить с ними в какую-то полемику, защищаться. Вот это вот напрягает тельца. Что по работе? Четверка кубков, четверка чаш. Вам изрядно поднадоела, может быть, ситуация. Вы ожидали, мечтали, может быть, о чем-то большем. Но пока есть то, что есть. Скука, одно и то же. Но, тем не менее, вы крутитесь в том, что есть. Двойка жезлов. Социум. Вы научились параллелиться от социума, то есть держите на расстоянии людей и решаете вопросы в этом режиме. Да? Ты мне, я тебе. Мы с тобой не завязаны на каких-то там близких отношениях, чисто деловые какие-то беседы. Каждый сам по себе решает. То есть такая вот спокойная договоренность. Девятка жезлов, состояние здоровья. Девятка жезлов. Вы достаточно активны, где-то через себя переступаете, ваша физическая активность, какие-то упражнения, что-то вы нагружаете себя, в том числе эмоционально, тревожность, какие-то решения каких-то проблем. И это такая нагрузка на организм. Но пока это не болезнь. Хотя телец любит тянуть на себе, как говорится, больше, чем он способен вытянуть. Потому что телец, да, впрягся и тянет. В личной жизни шестерка пентаклей перевернута. Ощущаете какой-то дискомфорт, связанный, может быть, вам кажется, еще раз подчеркну, кажется, недостаток какой-то награды, недостаток ощущений, недостаток радости. Вот как будто вам всего мало.
Это карта неудовлетворенности. Особенно если это отношения построены на материальном. Что-то совсем вы ждали большего, а пришло какое-то меньшее. Ну и если это начало отношений, кто-то не пишет, пишет не то. В общем, это все мало-мало, но правосудие. Телец, в общем, разумно подходит, эмоции какие-то излишние не включает. То есть вы верно все трактуете, поведение людей, находитесь в состоянии такого справедливого понимания. Да? Вы никого не осуждаете, никому претензий не имеете. Просчитали людей и примерно ожидаете, что от них знать. Но все-таки нотка неудовлетворенности. Так, близнецы. Близнецы тоже заперевернуты. Ну вот что. Близнецам так хотелось работать, что они вдруг раз и передумали. Зачем это вообще надо? То есть не состояние нестояния, либо не чувствуете силы, либо вообще вот хочется это все забросить. Особенно все, что касается работы, достижения. А вот она и карта в работе. То есть вы приняли какое-то ошибочное решение или вас тянет принять это решение. Особенно если это выбор между двух. Да? Вот имейте в виду, что вы сейчас ошибаетесь. Если у вас есть два претендента, может вы нанимаете, может вы ищете. И явно вы... вас тянет не туда. Вот вы перепроверьте, да, что куда-то не туда вас затягивает. Именно ваши тяготеете куда-то пойти, там, где вас не очень приятные события ждут по работам. Даже если вы не учитесь, не работаете, пойти не тем путем. Зато у вас интересная встреча из прошлого, человек, которого вы хорошо знаете, с которым, видите, сколько кубков перепито, съедено. Вы этого человека давно хотели встретить, и вот у вас будет очень такая длинная, интересная беседа, сближение, в общем-то, такое эмоциональное, что ли, успокоение. Да? Ага, сердечное. Ну что, у близнецов сердечно-сосудистые проблемы. К счастью, близнецы не те люди, которые прям зацикливаются на каких-то проблемах. Вот у них это ветер, да, воздух, стихия. Вот зашел, вышел, однако, видите, ну и тройка мечей, это не что-то страшное. Тем не менее, обратите внимание на перебои ритма, боли в сердце. То есть, а с чем они? Ну, поэтому и работать не хочется. Вообще-то карта накопившихся каких-то обид, сердечных каких-то неудовлетворения. Так, ну, близнецы, как всегда, разносторонние, абсолютно как мозаика. Зато в личной жизни десятка кубков. Прям праздник жизни. Понятно, работать не хочется, потому что тут столько интересно. Возможно, вот это возвращение из далекого прошлого. Человек, с которым у вас прям идет сближение, предложение замуж, свадьба. Вот это и посещение в какой-то компании, может быть, где вы знакомитесь. Десятка праздник жизни, в браке существующем. Может быть, у вас известие о том, что дети появляются. То есть распространение вашего влияния, вашей семьи, дополнительные богатства. В общем, ну, семерка жезлов, карта. Вот за себя постоять, близнец, да. Вот поработать, нет. Тут как работать, если тут такой десятка кубков, тут просто свадьбиться. Близнец в радостях семейных, в днях рождения, в праздниках, в кафе мороженых, встреча с любимыми, родными. Вот так вот. На сердце тихая грусть. Рак получает свою денежку, которую он так давно вынашивал, планировал, просчитывал. Все-таки вот она есть. Вот она есть. Долго она тянулась, но она пришла. Кстати, у кого-то уже была такая карта. Десятка. По работе. Девятка кубков. Работа выматывает. Совсем не хочется работать. Мысли о каких-то радостях жизни, наслаждениях. Грусть на работе. Не хочу работать, а хочу наслаждаться жизнью. Ну так вот, свойственно пониманию такому облегчения, избавления от обязанностей,
решение трудностей связано с вашими какими-то родственниками. То есть оно само собой рассосалось, вас никто не тревожит, как говорится, и хорошо. То есть вы порешали, сбросили с себя этот груз. События, так, здоровье. Колесо фортуны. Что-то вас, вы думали, что это вылечили, оно может всплыть снова. То есть колесо фортуны назад крутится. К счастью, колесо фортуны очень краткосрочная карта. Это где-то на сутки к вам вернется. Там вот так вот. Ненадолго. По сути, означает, что-то всплыло. В личной жизни перевернутая сила. Ну, кто-то вас прям так очень прессует, подчиняет. А рак, они вообще такие, что сразу прячутся, и фиг их попрессуешь, да? Здесь сядешь там и встанешь. То есть нет, прессовать не получится, контролировать нет. Рак будет сидеть себя в будке и говорить, что, простите, я... Ага, тут жезл, прям так, восставший из ада. Активность, связанная с тем, что вы взяли в свои руки, да, добились чего-то, в общем-то, у вас это получилось. Ну, скорее, это все-таки, видите, началось с денег и закончилось тузом жест. То есть вы провели какую-то спецоперацию и достигли своего. Причем, как вот жезлы, все-таки в вашем окружении какие-то люди. Влияние на социум, на окружение, потому что на работе грусть, в любовной жизни давление, то есть вы получили деньги, потому что боролись за них. Ну вот как-то так. Так, наши левушки, буйные головушки. А левушки потратились. Хочется им куда-то... Возникают неожиданные расходы. То есть вам сказали, что там все бесплатно, а оказывается, не очень-то оно и бесплатно. То есть приходится заплатить за это. За что? Сейчас посмотрим, чем это срезонирует. На работе король кубков. Все это веселье на работе, болтовня, прекрасные люди. Ну, пока не ясно, где тут деньги. То есть времяпровождение больше такое. Хорошая карта для тех, кто влияет на... связан с клиентскими базами, то есть какой-то тренер, работает с семьями, психолог. Тут да, тут вы, в общем, задружите со всем с кем. Продаете алкоголь еще тоже. Эх, О, колесо фортуны. Видите как? Тут колесо фортуны перевернуто. Тут уже в другом положении, у львов. Неожиданная встреча с новыми людьми, которые даст вам новый поворот в жизни, осознание, удача. А львы, они такие вообще лихие, действуют быстро. То есть, огни. Ух ты, солнце. О. Выздоровление, улучшение здоровья, прекрасное здоровье, отлично работающий мозг, память, зрение, новые идеи. В общем, вся жизнь, творчество, все бурлит, как говорится, у львов. В личной жизни они тоже что-то такое магическое нападало на львов. Напало. Чудеса какие-то. Что-то неизвестное несется. Вернее, вы его так планировали, даже сами не верили в это, и вот оно случилось. Чудо, кстати. У кого-то это может и беременность быть. Причем такая, на которую уже положили крест. У кого-то это встреча с человеком. Или изменение отношений совершенно вообще в другую сторону. Причем еще и с дорогами, приключениями, отдыхом. Ну и все это через... Я так вижу, что это очень быстро через колесо фортуны. Наконец совпали все события в вашей жизни. Именно в личном, да. И вы в прекрасной форме. И есть... дело случая и сбыча мечт, желаний. А с вами была Аграфена, и все мои контакты для обращения за платными услугами под этим видео. До свидания.